В предыдущем ролике Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. Это мой первый ролик из нового проекта «Ремонт дома в польской деревне». И в этом видео я покажу и расскажу самый простой и бюджетный способ, как выровнять сухопрессованную стяжку после застройщика. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Когда вы покупаете квартиру или дом, чаще всего сталкиваетесь с двумя вариантами отделки – white box или просто заштукатуренные стены без шпатлевки и краски. White box – это то, что вы видите сейчас. Стены уже зашпатлеваны, покрашены в белый цвет. На первый взгляд все выглядит аккуратно и готово к заселению. Но зачем застройщик делает такую отделку? Ответ простой – маркетинг. Белые стены визуально расширяют пространство, делают квартиру светлее и чище в восприятии. В таком виде жилье проще продать, потому что оно кажется более просторным и уютным. Однако, если смотреть с точки зрения качественного ремонта, все не так однозначно. Часто при отделке white box застройщик использует самые бюджетные материалы, экономит на грунтовке и подготовке основания, выполняя работы с минимальным контролем качества. В результате поверхность может выглядеть хорошо только на первый взгляд, но скрывать неровности, слабую адгезию или трещины, которые появятся позже. Поэтому многие специалисты считают, что лучше брать квартиру с базовой отделкой, без шпатлевки и покраски. Это дает возможность сделать все с нуля, под себя, контролировать качество каждого этапа и использовать проверенные материалы. В итоге вы получаете действительно качественный ремонт, а не красивую картинку на момент покупки. В нашем случае white box это скорее плюс, потому что мы приняли решение как можно быстрее заселиться в дом. И на первое время с такими стенами вполне можно жить. Главное, что они уже выровнены и покрашены. Тем более, что жизнь в съемной квартире ощутимо бьет по карману, гораздо разумнее эти деньги направить не на аренду, а вложить в собственный ремонт. При этом важно понимать, что я буду снимать весь процесс на камеру, а значит ремонт может растянуться на довольно-таки длительный срок. Есть еще одно очень популярное мнение. Подождать примерно год, пока дом даст усадку и все потрещит. Затем все трещины подмазать, подшпатлевать, заново покрасить, но уже качественными материалами. Тоже, кстати, рабочая схема. Причем эту работу вполне реально сделать даже уже в обжитом доме, с установленной мебелью и готовым интерьером. В будущих видео я обязательно покажу, как покрасить стены и потолок в готовом ремонте. Пол весь в краске и шпатлевке, и первое, что нужно сделать, это нормально его очистить. Дальше проходимся по периметру, подшлифовываем стяжку, убираем в углах все наплывы и остатки раствора. Если бы здесь было покрытие, которое укладывается плавающим способом, например ламинат, можно было бы особо не заморачиваться, убрать основной мусор, загрунтовать и спокойно укладывать. Краска тут особо бы не мешала. Но у меня здесь будет кварц-винил, да еще и елочкой и наклей. А это значит, что между основанием и покрытием не должно быть никаких лишних слоев. Поэтому все тщательно зачищаем. Работа дурная. Конечно, можно было бы заранее застелить пол перед покраской, но, как обычно бывает на стройке, имеем то, что имеем, и эту проблему нужно решать. На втором этаже пол не так сильно загрязнен краской, потому что покрасочное оборудование стояло на первом этаже, но в любом случае весь пол нужно пройтись грубой наждачкой с фракцией 40. Все пыльные работы лучше делать в самом начале, пока в доме еще ничего нет. Для этой работы буду использовать следующий инструмент. Болгарку с алмазной чашкой и пылеотводом. Реноватор и такая вот треугольная насадка с карбидным напылением для бетона и растворов. На самом деле очень удобная штука. Купил эту насадку в строительном магазине Leroy. Уже не раз выручала меня во всяких труднодоступных местах.
Этой насадкой я прохожу по периметру всех комнат и снимаю наплыв от стяжки. Очень часто у сухопрессованной стяжки, где стык стяжки со стеной, получается небольшое закругление. Эта насадка неплохо справляется с сухопрессованной стяжкой, цементными и гипсовыми штукатурками и шпатлевкой. Но для бетона уже нужна алмазная чашка. Эта насадка не справится. Еще пробовал чистить пол эксцентриковой шлифмашинкой с грубой наждачкой. Получалось с переменным успехом. Где-то краска счищалась, где-то приходилось чистить алмазной чашкой. Сразу же по ходу разбирался с подрозетниками, вычищал и вымывал шпатлевку и краску из коробочек внутри. Также привел в порядок лестницу, полностью почистил и выбил весь бетон по углам. Моя аккумуляторная болгарка с этой работой еле справлялась, постоянно перегревалась. Другой болгарки у меня с собой не было, и приходилось периодически делать перерывы. Те места, до которых не доставала болгарка, я дорабатывал реноватором. Помимо очистки пола от краски, необходимо было также проверить стяжку на наличие бугров и неровностей. Гораздо рациональнее удалить выступы при помощи алмазной чашки, чем впоследствии заливать лишние 5-10 мм выравнивающей смеси на всю поверхность. Каким образом я проверял ровность пола? Можно, конечно, взять длинное правило или уровень и, переставляя по стяжке, смотреть, где есть бугры, и отмечать их карандашом. Но я сделал немножко по-другому. Проверил стяжку при помощи лазерного уровня с нижним лучом. Это мой старый лазерный уровень, бошевский. Он уже работает у меня, наверное, лет 6, с ним все в порядке, но у него есть один недостаток. У него нету лазерного луча снизу. И поэтому я докупил еще один лазерный уровень, DLT. У него преимущество в том, что есть лазерный луч снизу. И можно, допустим, в стяжке сделать углубление, поставить его, и вы будете видеть все неровности стяжки по лазерному лучу. То есть вам не надо лазить с правилом или там с рулеткой, вымерять какие-то бугры, а можно просто посреди комнаты поставить лазерный уровень, включить, сделать какое-нибудь небольшое углубление, и вы сразу будете видеть все неровности, которые визуально можно сразу подшлифовать алмазной чашкой. Этот процесс я снял не очень качественно, потому что у меня был только телефон и не было света. И уже темнело на улице. Так что извините за качество. Я углубился, и сейчас вот вечером, когда темно, видны на стяжке все бугры. Вот видно, что в этом месте надо чуть шлифануть. Вот тут вот небольшой бугорочек. Вокруг уровня это камешки валяются. Я уже вот прошелся по всему периметру. Там сточил, там вот где бугры вылезли, там и подточил. Здесь сейчас чуть-чуть, здесь чуть-чуть.
Сначала вы поднимаете лазерный уровень на максимальную высоту и счищаете все бугры, которые вы видите. Затем постепенно лазерный уровень опускаете, можно нарезать листочки бумаги и постепенно доставать из-под уровня. И появляющиеся бугры постепенно счищаете. В кухне-гостиной нормально мне это снять не удалось, и поэтому я этот процесс снял в котельной. Там помещение меньше, темно и все наглядно видно. Вы только не пугайтесь кривизне стяжки. Здесь сделали наклон к трапу. Так как это трап аварийный, мне наклон не нужен. И поэтому здесь все исправляю и делаю ровный пол, чтобы было удобно эксплуатировать помещение. Видите, я вот поставил и сразу видно, где яма, а где выше. То есть тут вот в середине яма. Сейчас я его буду по чуть-чуть поднимать и определю самое высокое место. Так, для этого я вот подготовил такие штучки. Сейчас убираем. Ставим выше. Так, ну что? Смотрим. Так, тут еще. Вот они, самые высокие места. Вот тут вот и вот тут. Сейчас еще одну подложим. Я прям точно, чтобы... Мне вот главное, чтобы котел можно было поставить потом. Красиво сделать. Так, ну вот оно. Самое высокое место. Вот. И с этой стороны чуть-чуть. Так, мне проще, наверное, вот этот кусочек сошлифовать. И с этой стороны чуть-чуть, чтобы уровень стал еще ниже. Друзья, в этом ролике я выравниваю сухопрессованную стяжку от застройщика под укладку кварцвинила. Кварцвинил требует идеально ровное основание, потому что он укладывается на тонкую подложку и не прощает ошибок. Но многие не знают, что кварцвинил еще и чувствителен к температуре. Его нельзя нагревать выше 27 градусов по поверхности пола. При перегреве материал становится более хрупким, страдают замки, покрытие начинает гулять и со временем появляются щели. Если у вас водяной теплый пол, то его нужно отрегулировать таким образом, чтобы температура на поверхности была не более 27 градусов. Но что делать, если вы хотите сделать электрический теплый пол под кварцвинил? Компания Теплолюкс разработала теплый пол специально под кварцвинил. EvoHeat – это система электрообогрева, которая рассчитана именно на чувствительное покрытие кварцвинила ASPC. Фишка здесь в том, что у нее адаптивный режим нагрева. Она не перегревает покрытие и не разрушает замки. За счет снижения мощности пол нагревается мягко и держит комфортную температуру, без риска повреждений. Плюс система экономичнее, до 40% меньше потребления по сравнению с обычным теплым полом. Можно устанавливать в помещение с повышенной влажностью. Есть провод заземления, степень защиты IP67 не требует специальных настроек терморегулятора. В терморегуляторе Solus есть специальный режим работы с полом для кварцвинила EvoHeat. Вы просто включаете этот режим в приложении и не нужно думать о том, какую температуру выставлять на терморегуляторе. Внутри используется технология Aluscreen, это защита нагревательного элемента от влаги и дополнительная безопасность. Поэтому, если вы планируете кварцвинил, обращайте ваше внимание не только на ровные стяжки, но и на правильный теплый пол, который подходит для кварцвинила. Ссылка на теплый пол в описании к ролику. Я почистил эти неровности здесь и здесь. Оставил вот самая высокая точка, пометил вот это, ну и вот здесь вот.
Это будет самый высокий уровень моей стяжки. Для того, чтобы сделать... Почему я вообще борюсь за высоту стяжки? Потому что переживаю, что не смогу уложить плитку под бойлером. Потому что он уже выставлен, и мне нужен... И ножки у него подкручены, вкручены. То есть, если они были выкручены, можно было не регулировать ножками, тогда да. Поэтому мне нужно сделать уровень стяжки. Ну, чтобы был на миллиметр-два выше вот этого уровня. Для этого мне нужно будет заглубить маяки по краям. А чтобы определить, где заглублять маяки, я придумал следующий способ. Вот эти вот ДВПшкины, это 5 миллиметров. Я просто с уровня сейчас убираю 2 штуки, и сразу мне по уровню будет понятно, где надо будет заглубиться. То есть ничего вымерять не надо. Вот смотрите. Убираю 2 штучки. Ставлю уровень. Ну и вот, фактически здесь до сюда надо будет заглубляться. Здесь надо будет заглубляться. Здесь надо будет заглубляться. Ну вот сразу уровень показывает, где надо заглубиться, чтобы маяк встал. А там вон целую полоску фактически надо будет заглублять. После всех грязных работ обязательно пылесосим пол и обеспыливаем поверхность. И, конечно же, не забываем про углы. Следующий этап – это грунтовка. Использую грунтовку глубокого проникновения. Грунтую все поверхности, независимо от того, будет там выравнивающая стяжка или не будет. Цель, чтобы все поверхности не пылили и можно было жить в доме. После того, как загрунтовали пол и он высох, нужно приклеить по периметру комнаты береговую ленту. А там, где выход на террасу, еще разобраться со щелью, которая образовалась между дверью и стяжкой. Можно щель запенить или в нее засунуть вспененный полиэтилен. Так как слой выравнивающей стяжки не будет толстый, я купил береговую ленту толщиной 5 мм. Она больше служит не демпфером, а просто защитой стены от наливного пола и правила. Прищелкивать буду при помощи степлера, а там, где степлер не берет, где бетон, вот здесь вот, где лестница, здесь просто приклеен двусторонний скотч.
Пол к заливке готов. Демпферная защитная лента по периметру сделана. Штукатурка известково-цементная, поэтому без проблем лента пристрелилась обычным степлером. Здесь все обеспылено и загрунтовано. Каким способом я буду выравнивать пол? Существует такой способ выравнивания пола, который очень часто применяют плиточники. Это выравнивание пола плиточным клеем при помощи длинного правила по плоскости. Вместо плиточного клея я буду использовать тонкослойный наливной пол. Этот способ выравнивания пола очень простой, а самое главное дешевый и позволяет выровнять основание практически от нулевой отметки. То есть не нужно наливать толстый слой выравнивающей смеси. Сейчас в комментариях напишут, что можно же взять просто тонкослойный наливной пол и залить тонким слоем, например, 2 мм, без какого-то либо геморроя. Наливной пол тонким слоем 2 мм на большой плоскости у вас не получится залить, потому что он не растечется, будут наплывы и бугры. Наливной пол можно нормально залить, если у вас там слой примерно 5-7 выше миллиметров. И вы за раз заливаете всю плоскость, то есть все помещение, рейкой делаете такой фактически мини-бассейн, такой самодельной рейкой все это вибрируете, прокатываете игольчатым валиком, тогда это будет ровно. Но если вы хотите взять минимальный слой 2 мм и распределить его по поверхности, у вас не получится, потому что, скорее всего, он застынет буграми и опять же их надо будет чистить. А способ, который предлагаю я, он проще и дешевле. Он не дает идеально ровный пол, но дает ровную плоскость для любого напольного покрытия. На весах я вымерил ровно литр. У меня получилось 1001 миллилитр. Почему? Потому что вот эти вот на ведрах значения, они могут быть неверные. Потому что очень часто даже на таких ведрах пишут, что не является мерной тарой. Ну, надо, во всяком случае, надо перепроверять. Но если бы это была штукатурка, то можно налить на глаз. Но вот наливной пол, его надо точно вымерить воду. Я вот сейчас вот здесь вот поставлю меточку, и там 5,5 литров мне надо будет налить. Правила купил в интернете. Вот они приехали. Почему? Потому что в Польше все в интернете, на Allegro, в интернет-магазинах, оно все дешевле фактически в 2-1,5 раза. Я купил хорошие правила олейник по цене обычных китайских тонких. Сейчас распакую, покажу. Пара слов о компании Олейник. Это польский производитель ручного инструмента мирового уровня, который продает свой инструмент на всех континентах и более чем в 30 странах мира, в том числе и на всем постсоветском пространстве. Инструмент производится из высококачественной стали для всех видов строительных и отделочных работ. Этими инструментами я работал в Беларуси и сейчас продолжаю работать в Польше, потому что этот инструмент очень качественный, удобный, долговечный и в то же время доступный по цене. Я заказал два правила 2,5 метра и два правила 2 метра. Если что, их можно резать на более меньшие куски. Они толстые, хорошие, ровные. Мне нравится работать с правилами олейник. Так, что еще понадобится? Еще понадобится вот это вот корыто для того, чтобы помыть остатки раствора, чтобы не сливать ничего в канализацию. Ну и два шпателя. Все барахло я вот вынес в гараж. Когда я стяну широкие участки, я начну обрезать правила. Вот здесь уже в коридоре мне надо будет обрезать правила, чтобы стягивать эти узкие участки. Миксер и взял еще запасной аккумулятор на случай, если вдруг в процессе сядет, чтобы оперативно поменять. Так, ну что, в принципе, можно замешивать и начинать стягивать. И еще забыл показать одну работу, которую выполнял перед заливкой. Вот эти швы, разделяющие стяжку, вот он здесь у меня один, и здесь еще один. Я просиликоню, чтобы туда не залился наливной пол. Так, просиликоню слегка и подмажу.
Наливной пол Sopra – это единственный наливной пол, который я нашел в магазине, тонкослойный. Обошел все магазины Leroy, Castorama, Аби, и только был такой, он от 1 до 15 мм. Но я с таким полом работал на предыдущем объекте, и он крепко мне понравился. Даже экспериментировал в плане того на отрыв. То есть вот тонкий слой, как он держит плитку. Приклеивал кусочки плитки и через несколько дней отрывал, и отрывалась стяжка, а не пол. Чтобы было меньше пыли, во время замеса использую пылесос. Замешиваю на средних оборотах, чтобы было меньше пузырьков воздуха в смеси. Заливку начинаю от окна. Преимущество работы с наливным полом вместо плиточного клея. Плиточный клей имеет более крупную фракцию. Наливной пол схватывается в течение часа, и по нему уже можно ходить. За счет того, что он более жидкий, он лучше распределяется на поверхности. Небольшие наплывы, которые остаются, это ерунда, это мы все счистим. Сейчас переходим на эту сторону и уже погоним по прямой. После схватывания, пока пол свежий, он легко счищается шпателем или крупной наждачной бумагой. Поэтому, если в процессе образуются какие-то наплывы, бугры, это все легко потом в течение часа-двух почистить. Обратите внимание, что после того, как я стягиваю раствор, я стучу правилом о пол. Для того, чтобы раствор, который остался на правиле, не капал на уже стянутую поверхность. Так. Так, я тут немного себя запер, стянул коридор и получается, что сижу в гараже. Значит, могу выйти через ворота. Уже воду разлил. Так, ворота прикрою, чтобы не защелкнулись. И
могу обойти на террасу. Туман, блин, и мороз. Значит, первый пол, который стягивает, первую часть пола, она уже такая, по ней уже можно ходить. Вот видите, там, где пятна, там яма. Там, где высохло, там нет ямы. Сейчас, буквально еще через полчаса, надо будет шпателем тут все почистить. Тут большая яма. Этот наплыв, который получился, он счистится. Ну вот так вот. Вот эти сейчас наплывы, которые образовались, будем счищать шпателем. Они счищаются легко. Примерно через 2 часа, когда пол еще свежий, приступаем к зачистке бугров и наплывов. Сначала я использовал маленький и длинный шпатель. У меня в арсенале есть один шпатель для механизированной шпатлевки, который я использую для черновых работ. Затем я начал использовать терку с грубой наждачкой фракции 40. Она, кстати, лучше снимает бугры, чем шпатель. Цель зачистки – просто стесать бугры и неровности. Тут нет смысла зачищать поверхность, как шпатлевку на стене. Вся зачистка у меня заняла примерно час. После зачистки нужно все обеспылить, то есть пропылесосить. Основание под укладку кварцвинила выровнено. Скажу сразу, что это не идеальный уровень, но отличная плоскость для укладки любого напольного покрытия, в том числе и кварцвинила. По материалам затраты минимальные. Ушло всего 2 мешка наливного пола. В каких случаях такую стяжку делать нецелесообразно? Если у вас очень кривое основание и слой будет более 10 мм, то целесообразно взять самую дешевую стяжку, которая стоит 15 злотых за мешок, и выровнять его по маякам. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Продолжение следует. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.